Какой же экономический зыск получит Путин от Кореи Северной? Как Китай бросает Россию путем железной дороги и почему сильный рубль – это плохо? А может, я, конечно, и ошибаюсь. Во всем этом и не только будем разбираться прямо сейчас. Ирина Узлова меня зовут, и со мной Максим Блант, экономист. Максим, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашем эфире. Да, добрый день. Пакт Путина Ким Чен Ына. Вторая часть, конечно, как-то унизительно звучит для Российской Федерации, но вот такие теперь друзья и партнеры у Путина, который развязывает войны против мирных государств. Ну, КНДР тоже особо мало чем отличается. Хочет, но пока или не может, или ждет. Подписали о всеобъемлющем сотрудничестве документик. Есть детали публичные, понятно, что больше там не публичных, но официально закрепили. Путем этого документа Российской Федерации и КНДР будет стремиться увеличить объемы двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества. Как в лучшие времена Советского Союза написано. Я, конечно, понимаю, что Россия будет, наверное, давать, Ким Чен Ын, судя по видео, не голодает, а вот его народ, конечно, в отличие от него, другого мнения и условий жизни, будет давать продовольствие, возможно, в обмен на оружие. А что же КНДР может увеличить в объемах двусторонней торговли? Что предложить? Лепешки из зелени? Или на самом деле есть чем обменяться и в этом аспекте, помимо оружия? Во-первых, это действительно оружие, конечно. Причем Россия даст не только продовольствие, но, видимо, какие-то ракетные технологии, потому что у Ким Чен Ына, Ира и Ким Ир Сена у них очень долго не получалось нормальные ракеты построить. Они постоянно в сторону Японского моря чем-то пуляли, но как-то все у них падало все. Вот, поэтому, видимо, какие-то ракетные технологии Россия тоже будет, видимо, передавать Северной Корее, и очень этим недоволен, в том числе Китай. В ответ, да, они получат оружие советского образца, снаряды прежде всего. Плюс к этому у России острая нехватка рабочей силы, поэтому, видимо, какие-то рабочие пойдут в сторону России. И использоваться они еще с самого начала войны. Речь шла о том, чтобы использовать корейцев для восстановления и строительных работ на оккупированных территориях. Возможно, они будут востребованы в российском сельском хозяйстве и так далее. То есть рабочие руки – это то, чего в России сейчас остро не хватает. И еще от Северной Кореи, видимо, пойдет какие-то через Северную Корею какие-то китайские товары, которые подпадают под санкции. Соответственно, поскольку Китай никогда не прекращал отношений с Северной Кореей, и для Китая Северная Корея примерно то же самое, что Беларусь для России, сейчас и Россия примерно в том же статусе находится, то самые чувствительные, скажем так, товары и компоненты для того, чтобы производить российское оружие, видимо, пойдут через Корею. Путин подчеркнул, что улучшение вот таких взаимоотношений разного уровня между Россией и КНДР будет полезно для Китая как совместного партнера КНДР и РФ. И вы говорите, Максим, и наши эксперты, что Китай действительно, смотря на это все и подписанный документик, не очень-то обольщается и радуется. А почему? Во-первых, потому что Китай не очень рад, потому что все-таки Северная Корея – это его. Да? Это его. И Все поэтому, мое. когда Россия пытается каким-то образом наладить отношения с его вассалом, это не очень радует. До этого Корея была абсолютно целиком полностью зависима от Китая. Если сейчас появится еще кто-то, кто может предложить то, что предлагают китайцы, то Ким Чен Ын, возможно, будет не таким хорошим партнером для Китая. Это во-первых. Во-вторых, все-таки неадекватность Кима, она более-менее очевидна всем. И напомню, что Путин собирался из Китая напрямик лететь в Северную Корею. И, китайские товарищи отсоветовали. Сказали, нет, давай ты все-таки вернешься, мухи отдельно, котлеты отдельно, ты в Корею полетишь самостоятельно из своей России, вот как ты, вне зависимости от этого нашего визита. Это, во-первых. А во-вторых, Китай начал консультации с Южной Кореей. Да? На фоне этого визита о гарантиях безопасности и так далее и тому подобное. Поэтому и корейцам они дают понять, что, в общем, не очень они себя ведут. Надо как-то переосмыслить свою политику, в том числе по отношению к России.
Когда пойдут интенсивно товары двойного назначения или подсанкционные через территорию Кореи со стороны Китая, то вводить же санкции против Кореи будет бессмысленно. И вообще, как это будут доказывать? А какой тут может быть механизм противодействия? Может, возможно, такой же санкционный, но уже более напрямую к Китаю? Или никак нельзя это уменьшить будет? Я думаю, что можно будет уменьшить, но для этого нужно будет доказывать каким-то образом, что китайские товары попадают в Россию, да, или товары через китайские фирмы попадают в Россию. Это будет сложнее сделать, но тем не менее ничего невозможного нет. Поэтому, да и на самом деле есть такой же режим санкций, да, вот если они поймают на поставки китайские фирмы на поставки каких-то товаров в Корею, то это тоже будет, видимо, поводом для введения вторичных санкций. Поэтому здесь не все так однозначно. Буквально сегодня прошла информация о том, что крупный производитель китайских электрокаров запретил с 30 июня поставку своих товаров в Россию. Они все равно поставляются в Россию, но возятся частными лицами. То есть китайские компании, они далеко не все, задрав штаны, бегут торговать с Россией. И американские санкции вторичные, что бы ни говорило китайское руководство, для них серьезный риск, если они... речь идет прежде всего, конечно, о серьезных больших фирмах, которые работают на европейском рынке или на американском рынке. Они все-таки смотрят за тем, чтобы соблюдать международные санкции. А чем будет чревато для России вот этот запрет на поставку электрокаров от компаний, которые об этом заявили? Ничем не будет не чревато. Они и так поставляются полуофициально. Это, фактически, это не контрабанда, конечно. Их возят исключительно физические лица. И чем это чревато для покупателей? Отсутствием гарантии. Да? Если производитель запрещает свои товары поставлять в ту или иную страну, то из этой страны обращаться к нему и указывать на дефекты при производстве товара глупо. Да? Соответственно, автомобили превращаются, стоимость 5-6 миллионов рублей, превращается в одноразовую вещь. Ты купил, покатался, что-то сломалось, приходится выбрасывать. Это я, конечно, утрирую, потому что точно так же завозятся запчасти, точно так же завозятся расходные материалы, но все это за деньги, опять же. Да? Починить можно, конечно, но не по гарантии. Когда мы говорим о доказательствах, о них вроде говорят и Соединенные Штаты Америки. Госсекретарь США Антони Блинкен, на днях выступая в рамках совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сказал, что по данным Соединенных Штатов 70% верстатов и 90% микроэлектроники как раз приходит в Российскую Федерацию из Китая. Насколько эти цифры действительно внушительны? И вот это же уже и есть доказательство. Можно ими как-то оперировать и действовать дальше? Да, но они же не могут взять и целиком и полностью ввести санкции против всего Китая, да, потому что вся китайская экономика, во-первых, это все-таки на минуточку первая, а то или вторая, кто как считает, экономика мира. Если брать по производству товаров, и отвлечься от всяких финансовых услуг, то безусловно, первое. Это главная фабрика мира. И остаться без этой фабрики ни одна экономика не сможет. Китай очень сильно интегрирован во все рынки, несмотря на торговые войны, которые идут со времен Дональда Трампа, все равно, но китайская экономика – это существенная часть мировой. Соответственно, если и говорить о санкциях, то только против каких-то конкретных китайских компаний, которые поставляют эту продукцию в Россию. Собственно, сейчас американские власти этим и заняты. И скажем так, события на российском валютном рынке в значительной степени связаны с тем, что в последний санкционный пакет, помимо московской биржи, были включены компании из Китая и Гонконга. Это ровно то, о чем говорится. Да? Американцы нашли конкретные компании, которые поставляли микроэлектронику, чипы, полупроводники в Россию. На основании того, что они сумели доказать, что эти компании конкретно поставляли эти товары, они ввели санкции и внесли их в санкционные списки. Соответственно, другие компании
китайские уже более осторожно стали Мгм. подходить к поставкам в Россию. И вся вот эта история, начиная с конца прошлого года, сильно влияет на экспорт Китая в Россию. Не только там, каких-то компонентов, вообще всего. Поэтому рубль укрепляется, потому что экспорт падает. Вот новый виток санкций, он привел к тому, что опасения относительно того, что китайские товары пойдут в Россию, это главный сейчас поставщик всего в Россию. Да. Да? Не только компонентов для производства оружия, но и все. Электроники, бытовой техники, автомобилей. Ну, вот все, что продается импортным в Россию. Наполовину идет из Китая. Даже больше, чем наполовину. Потому что другие каналы поставки в Россию как китайского производства товаров, так и любых европейских, там, американских по параллельному импорту, они тоже потихоньку сворачивают деятельность. Раньше была Турция, Объединенные Арабские Эмираты, европейские компании часто поставляли свою продукцию. Но по мере того, как маховик вторичных санкций раскручивается, это становится все более опасным, все менее выгодным. Понятно, спасибо большое. В общем, такие точечные санкции, и чтобы другим не повадно было, и эти другие, которым не повадно, стают все осторожнее, и это влияет на количество экспорта. Насколько повлияет этот пакт с Пхеньяном на деградацию отношений Москвы с Сеулом и Токио? Потому что как раз я так понимаю, что и был сдерживающим моментом и сотрудничества не только вот этот последний аргумент, страх подтолкнуть Москву к укреплению связи с Пхеньяном. Теперь уже этого страха нет, потому что связи и так укрепились, еще и официальной бумажечкой подтвердились. И насколько взаимоотношения экономические с Сеулом, Токио были важны для модернизации и существования российской экономики? Ну, безусловно, и Южная Корея, и Япония. Японцы, они немножко опоздали на российский рынок, ровно когда они решили, что вот они сейчас будут инвестировать в совместные проекты. Вот тут-то все и случилось, и начались международные санкции, поэтому многие японские компании так и не успели. Так, Те, которые успели, в частности, там в газовых проектах, каких-то нефтяных проектах, они горько об этом пожалели, хотя и, в общем, не очень пока торопятся сворачивать свои проекты. Но, тем не менее, Япония, как часть Большой Семерки, практически во всех санкциях принимает участие и в обсуждении всех мер, которые против России, против российской экономики направлены, они во всем участвуют. Что касается Южной Кореи, они тоже, в принципе, с самого начала придерживались санкционного режима. Я напомню, что там Samsung, который был в России одной из главных марок, там не только в производстве, в продаже телефонов, но и любых гаджетов, там, лаптопы, там, планшеты и так далее, он прекратил поставки в Россию официально. Южнокорейские автомобили тоже прекратили поставляться. Поэтому, в принципе, для Путина терять ни со стороны Японии, ни со стороны Южной Кореи ну, практически нечего. Да? Они уже и так прекратили отношения. Вопрос в том, что после вот этого демарша с Ким Чен Ыном возобновление этих отношений даже после Путина будет проблематичной историей достаточно. Ага. Очень интересно. Не захотят уже связываться, учитывая такие риски, и понимая, что и любой последующий глава и России всего может пойти на такие шаги, не запятнать себя. Какие тут будут главные? Ну, по крайней мере, до тех пор, когда вот это соглашение, которое подписал Путин, не будет официально расторгнуто. Максим, мы сегодня говорили с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, было у меня интервью, и все равно мы, конечно, обсуждая в частности количество микроэлектроники от Китая, заметили вновь и освежили, и повторили себе, что, к сожалению, большому в ракетах, которые летят на наши головы, есть компоненты из Соединенных Штатов Америки, в частности, не только, конечно, тоже частные компании, которые позволяют себе это, но многие из них так и не вышли из российских рынков, некоторые даже кичатся еще тем, что прибыль у них неплохая, от этого невыхода продолжает к ним приходить. А почему так происходит? Действительно ли те компании, которые остаются, получают такую прибыль от Российской Федерации, что стали им больше платить? И здесь только экономическая выгода заложена или, возможно, что-то еще? Знаете, я думаю, что, безусловно, деньги для многих бизнесменов – это главная цель.
всегда так было. Есть компании, которые используют детский труд, да. Есть компании, Ну да. которые там очень неэтично ведут бизнес, загрязняют окружающую среду. Есть компании, которые наживаются на войне. Любая война, начиная там с Первой мировой войны, всегда находились люди, которые ради денег готовы на любые пакости. Ну, собственно, удивляться нечего, да, вот и многие гордятся тем, что они на этом зарабатывают. Для тех компаний, которые получают прибыль, несмотря ни на что, для них, очевидно, важнее дать своим акционерам там лишние 3 копейки в качестве дивидендов, чем какие-то этические нормы и каких-то этических норм придерживаться. Другое дело, что, опять же, да, я говорю, что это риск. Мгм. И риск попадания под какие-то санкции даже американских компаний касается. Ну да, да. Но, видимо, пока они думают, что эти риски меньше, чем та прибыль, которую они имеют. Киргизстан, Да, ну Узбекистан, да? это всегда так, да, вот любая и наоборот работает, да, чем выше риски, тем Да, больше они требуют прибыли, то есть тем дороже обходятся российскому военно-промышленному комплексу те компоненты, да? да, Потому что за да. риск всегда надо платить, риски растут, я напомню, что вот эти санкции, которые вводят развитые страны, там, включая Австралию и так далее, сначала они шли количественно, да, то есть они наращивали количество Мгм, санкций. мгм. Пакеты, да. Но и только через там 1,5 года после начала войны они стали понимать, что количество это не всегда значит качество. Что сколько бы они запретов не ввели, если эти запреты дырявые и никто не следит за их исполнением, этих запретов, ну, толку от них никакого. Поэтому они только в 2023 году начали обращать внимание на то, как эти санкции выполняются. Отсюда появились там борьба с теневым флотом, Мгм. вторичные санкции в отношении финансовых институтов. И тут же начали появляться какие-то результаты. Да? Там греческие танкеры перестали вводить в какой-то момент российскую нефть. Турецкие и арабские банки стали закрывать счета российских компаний. Ну и так далее. Да? То есть вот сейчас как раз вся санкционная история, она направлена ровно на то, чтобы следить за соблюдением того, что уже принято. И более того, например, в Великобритании уже появился специальный чиновник, который следит за соблюдением санкций. Да, и так тактика тысячи порезов в тактику сотни порезов, но более крупных превращается, как мне кажется. Медленно, наверное. Понимает риски Киргизстан, Узбекистан и Китай, по всей видимости, потому что они решили после 27 лет обсуждений и консультаций таки построить железную дорогу в Европу в обход России. Вот так. И, в частности, эксперт по Центральной Азии Давид Конкарини говорит, что для Китая важен другой путь выхода на Запад и Восток, кроме России, потому что маршрут через Россию больше не безопасен. И дорога в Европу может быть внезапно закрыта, и все, как и ранее. Поэтому для Китая очень важно осваивать новый путь. Очень интересно, 27 лет решение принято. Что подтолкнуло все-таки последним таким моментом могло стать для принятия этого решения? Насколько это болезненно или хотя бы неприятно, даже репутационно для Российской Федерации? Ну, смотрите, да, Россия всегда считала себя главным транзитным сухопутным путем для китайских товаров, и все разговоры о южной ветке Великого Шелкового пути то довольно болезненно воспринимались. Что касается Китая, то, безусловно, все неадекватные разговоры там, о ядерном оружии, проведении каких-то учений с использованием ядерного оружия. Вот эти, особенно все глупости относительно того, что все умрут, а мы попадем в рай, уже глупо. Поэтому риски оказываются гораздо выше той стоимости, которую придется заплатить за обходной путь, да, за маршрут, который идет в обход России. Ну, здесь опять та же история. Высокие риски, соответственно, деньги, которые должны быть потрачены на ликвидацию этих рисков, они оправданы. Вот, собственно, простая логика.
Эксперты отмечают, что годовой объем грузоперевозок, когда построят эту железнодорожную магистраль, достигнет 15 миллионов тонн, а срок доставки товаров конечным потребителям сократится на 7 дней. И правильно ли еще это понимаю, что в долгосрочной перспективе, а Китай и дипломатически, и экономически долгосрочно все планирует, в принципе, по сути своей и политики, это говорит о том, что как раз с Европой взаимоотношения Китай не то что терять не хочет, а хочет еще больше налаживать для себя? Да, безусловно, здесь все зависит, конечно, от желания Европы. И я не раз уже говорил, что и США, и Европа могли бы уговорить Си прекратить сотрудничество с Путиным и политическую поддержку, и прекратить всю поставку чувствительной продукции, включая компоненты для производства оружия, очень простым способом. Не путем давления, не путем угроз введения каких-то там вторичных санкций, а просто предложив в обмен отменить те торговые ограничения, которые введены против китайских производителей. Да, я говорю о торговой войне, которую начал Дональд Трамп. И, в общем, при Байдене она продолжилась. Вот в обмен на это китайцы, безусловно, бросили бы российский рынок, потому что он, несмотря на все огромные размеры российской территории, но по товарообороту для Китая Россия чуть меньше Голландии. Поэтому, собственно, но сейчас Китай безраздельно царствует на этой маленькой Голландии размером за 1/6 часть суши. Но если бы ему предложили европейский и американский рынок, безусловно, они бы согласились на то, чтобы вот на это все наплевать. Тем более, что бросать Россию никто бы не предложил. Ради бога, хотите поставлять свои носки и велосипеды? Пожалуйста. Никто же не против. Да, ну носки, велосипеды тоже, в принципе, в такой ситуации скоро пригодятся, по всей видимости. А в 5 раз больше, да, товарооборот приблизительно между Китаем, Соединенными Штатами и Европой сравнительно с Россией? Или даже еще эти цифры больше? Да, послушайте, Россия – это примерно 3,5% от китайской торговли всей внешней. Да. Вот и считайте. Да, действительно, Голландия. Так и запишем. Хорошее, реалистическое, практическое сравнение. Благодарю. Максим, мы уже упоминали, что укрепляется курс рубля. Он действительно укрепился до максимума за последний год. Причина в турбулентности после введения санкций против Мосбиржи 13 числа. Да, мы увидели, что они были все-таки введены 13 июня. Из плюсов называют то, что рубль крепкий влечет за собой снижение импортных цен. Это как будто бы для потребителя хорошо. С другой стороны, для экспортеров и бюджета сильный рубль – это плохой сигнал. Вот это я понимаю на таком уровне. Можете объяснить, пожалуйста, глубже, почему это в каких-то моментах хорошо и для кого это, и на самом деле, почему это хуже, чем те моменты, в которых это может сыграть в плюс? Смотрите, по поводу того, что это хорошо для потребителей, это иллюзия, потому что одна из основных причин укрепления рубля – это опасения относительно того, что китайцы прекратят поставлять свои товары. Да. Соответственно, со стороны импортеров, и не только опасения, потому что с начала года российский импорт, в том числе из Китая, падает, и связано это с тем, что китайские банки очень плохо стали проводить платежи как за российский импорт, так и за российский экспорт. Постоянные жалобы на то, что оплата российских товаров, которые должны поставляться в Россию, занимает до 3-4 месяцев, платежи задерживаются, некоторые блокируются и так далее. Китайские банки боятся санкций. Чем больше американцы говорят о вторичных санкциях, тем больше опасений относительно российского импорта, и он действительно снижается. Это раз. Поэтому укрепление рубля, оно примерно имеет ту же природу, что и летом 2022 года. Я напомню, что тогда после весеннего, февральского, мартовского скачка до 120 рублей за доллар, доллар опустился до 50. И связано это было ровно с тем же самым. Европейские производители стали уходить с российского рынка, соответственно, не на что просто тратить валюту, да, и нет возможности ее потратить. Сейчас примерно то же самое происходит. Это опасение. Плюс есть еще, конечно, другой фактор. Это российские экспортеры, которые должны по-прежнему продавать валютную выручку. И нефтяные компании, которые
запасаются рублями для выплаты налогов и в конце июня дивидендов. То есть все это временная история, все это сложилось в один и тот же момент, поэтому плюс некоторые после как раз американских санкций спекулянты решили зафиксировать прибыль и уйти с валютного рынка от греха подальше. Да? Ну, и посмотреть как минимум со стороны, что из всего этого получится. Вот, поэтому, безусловно, для бюджета это плохо. Но, скорее всего, опять же, повторится история 2022 года. То есть, те ограничения жесткие, которые вводились в августе 2023 года, после того, как доллар взлетел выше 100, они будут отменены. Соответственно, вот экспортерам некоторая поблажка. Для бюджета, да, это удар. И, ну, опять же, удар не смертельный, потому что прекрасно российский бюджет научился справляться при помощи печатного станка. Вот. Поскольку это все связано с проблемами с импортом, не с тем, что цены на импорт высокие, а именно технические проблемы. На инфляции это укрепление рубля, скорее всего, не скажется. Да? То есть импортных товаров больше и дешевле они не станут, и больше их не станет в России. Да. Вот, поэтому ситуация со всех сторон не очень хорошая, скажем так. А вот Центробанк как раз и констатировал провал импорта из-за проблем с платежами. Санкции и проблемы с расчетами нанесли ощутимый удар по импорту, констатировали руководители Центробанка при обсуждении ключевой ставки в начале июня. Вот так вот происходит. Главная причина сложности в оплате товаров – 15% платежей, лишь совершенных с начала февраля к началу июня, дошли до получателей. А как это будет влиять и на ту же ключевую ставку, и на что еще? Вот это провал импорта из-за несколького ряда проблем. Ну, смотри, для ключевой ставки, в принципе, неважно. То есть эти вещи никак не связаны. Ключевой ставкой вот ту инфляцию, которая возникает из-за проблем с импортом, никоим образом повышение ключевой ставки не решит. И инфляцию не снизит, поскольку разгоняют инфляцию тоже факторы, которые от ключевой ставки не зависят. Я напомню, что это накачка военно-промышленного сектора и высокие расходы, собственно, на ведение войны. И плюс на восстановление, возведение оборонительных сооружений и так далее. Да? То есть производство оружия, производство всего, что для войны требуется, там, топлива, обмундирования и всего прочего. Да? И плюс восстановительная работа. Плюс выплаты тем, кто воюет. Все это от ключевой ставки никак не зависит. Вне зависимости от того, какая ключевая ставка, военные предприятия будут получать аванс от Министерства обороны и их тратить на зарплату рабочих. Поэтому ставка будет 5%, 15% или 25%, совершенно неважно. Все это продолжится. Разгоняться инфляция будет. То же самое касается импорта. Да? Высокая ставка никак не повлияет на желание китайских банков побыстрее обслуживать платежи за российский импорт. Соответственно, повышение ставки бьет по гражданскому производству, и вот это только сильнее еще разгоняет инфляцию. Но другого выхода у Центрального банка нет, потому что войну остановить они не могут. Они отвечают за инфляцию, но войну остановить не могут. Финансирование военных заказов они остановить не могут. И единственное, что они могут делать, это повышать ставку. Ну, собственно, они это собираются делать. Учитывая то, что оплата и доставка товаров обходятся и сейчас, и будут обходиться еще дороже импортерами, учитывая те риски, которые мы обсуждали выше, это может свидетельствовать о том, что количество импортеров будет падать, которые будут иметь желание иметь что-то общее с Российской Федерацией? Ну, это уже происходит, да. И Российской Федерации приходится платить все больше и больше за те же товары. Да? То есть всегда, смотрите, да, опять же, то, о чем мы уже говорили. Есть определенные риски. Риски растут, значит, прибыль, которую приносит эта деятельность, тоже должна пропорционально расти. Чем выше угроза вторичных санкций, тем больше наценка за те товары, которые поставляются в Россию. Вот логика простая. Они, конечно, не перестанут завозиться, это безусловно. Просто стоить они будут дороже, вне зависимости от того, какая будет ставка, какой курс и так далее. Да, это никого не волнует. Просто прибыль будет не двойная, а тройная.
Чем больше будет платить Путин туда, тем меньше денег будет оставаться на военно-промышленный комплекс все равно, правильно? Нет, на военный промышленный комплекс деньги останутся. Это Жаль. вот как в том анекдоте, да, пап, ты будешь меньше пить? Нет, вы будете меньше Меньше есть. кушать, Ну да. вот, на военный промышленный комплекс никто на нем экономить сразу не будет. Да, будут экономить на чем-то другом. Ну, вот будут товары чуть похуже продаваться, еще Мгм. что-то. Понятно, понятно. Вот. Поэтому, да. И вот эта ситуация, она очень сильно повышает зависимость России от цен на нефть. Да? Соответственно, если до войны устойчивость российской экономики, как показал 2020 год, да, цены на нефть могут упасть даже до нуля, и ничего. Ну, в 2020 году это произошло. То сейчас зависимость российской экономики от цен на нефть очень-очень высока. Да? Никакого запаса, никакого резерва нет. Соответственно, падение цен на нефть спровоцирует серьезный кризис. Но, опять же, не в производстве оружия, к сожалению, а в благосостоянии граждан. Мы можем сейчас как-то спрогнозировать судьбу российского рубля, что его будет ожидать и какие факторы должны повлиять на изменения? Или он будет также вот так укрепляться в дальнейшем? Нет, ну, укрепляться, скорее всего, он не будет. Он уже укреплялся один день, этого достаточно. Вот, скорее всего, ни Минфин, ни экспортеры, ни кто-то еще этого не допустит. Сейчас курс доллара в России целиком зависит от курса юаня. Да, и от того, сколько доллар стоит в юанях и сколько юань стоит на московской бирже. Соответственно, исходя из этих двух курсов, определяется курс доллара в России для россиян, для российских компаний и для российских граждан. То же самое с евро происходит. Вот. Что касается курса юаня, то здесь, опять же, все зависит от цен на нефть. Все очень просто от цен на сырье и от того, насколько китайские компании готовы торговать с Россией. То есть сейчас Россия превратилась в сырьевой придаток Китая и целиком и полностью зависит, в том числе и от состояния китайской экономики, от того, насколько велик спрос на сырье в Китае. Вот будет замедляться китайская экономика, спрос на сырье будет падать, вот, соответственно, российские товары будут менее востребованы. Ну и начнутся проблемы. Да, неплохо. Поэтому да, тут уже нужно анализировать не столько состояние российской экономики, сколько китайской. Китайской. Да, это уже первичный фактор. А китайская экономика сейчас, если так в целом, в общем оценить, все так же непростые времена переживает или плюс-минус? Плюс-минус, и в том числе не в последнюю очередь благодаря России, Все связано. потому что тот кризис перепроизводства, который зреет, и о котором там говорят и в Европе, и в США, его удалось погасить за счет того, что появился вот этот вот канал сбыта, рынок сбыта, очищенный от конкурентов. Да. Соответственно, вот тот кризис, который прогнозировали там в 2020-2021 году, Китай его миновал, ну, после постпандемии. Китай его миновал, и заслуги России в этом, безусловно, есть. Да, потому что огромный рынок сбыта, он не самый большой в мире, но, тем не менее, это тот приятный довесок, который позволил избежать более серьезных проблем. Но сейчас, к сожалению, для Китая этот рынок уже освоен, уже все, вчерашний день, уже как бы... А дальше расти не очень понятно как, поэтому пузырь на рынке недвижимости остается. Что с ним делать, по-прежнему никто не очень понимает. И все с трепетом ждут, чем это все закончится. Пока никто не может предсказать, чем закончится, во что выльется ситуация, во-первых, с региональным долгом Китая, во-вторых, вот с этими не распроданными, построенными на долговые деньги, но не распроданными городами, которые стоят в Китае, и непонятно, что с этим всем делать. Да, настроили, конечно. А почему неужели не учитывались такие факторы на перспективу, что может такой переизбыток произойти? Как так происходит обычно? Ну, это же это же не плановая экономика, да, ну вот, ну строят и строят, компании берут кредиты, строят, вроде цена метра растет, ну прекрасно, Да. тем более какому-то иностранным инвесторам там из США или там из Объединенных Арабских Эмиратов, они же не поедут проверять, как там
в Китае эта недвижимость хорошо продается или не очень? Ну, строится прекрасно. Вот были деньги, стали квадратные метры. И только потом стало очевидно, что, ну да, эти квадратные метры обратно в деньги превращать не очень получается. И чем дальше, тем меньше получается. Но квадратные метры стоят, они как бы учитываются. Ну, хорошо, да, вот когда-нибудь, может быть, кто-нибудь это купит. Поэтому, да, проблема есть. Китайское правительство и Центральный народный банк Китая пытаются эту проблему решить, в том числе субсидиями и так далее. Смягчает вот это из жесткого падения, пытается сделать мягкое падение. Но проблема до сих пор не решена. И проблему до сих пор никто не знает, как разрешится, какими потерями. Будем за этим наблюдать, конечно, в развитии и в динамике. Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций, наконец-то-таки, в отношении России. Мы уже начали эту тему развивать, которые являются снова в таком векторе мощного и значительного пакета ограничительных мер. По крайней мере, об этом сообщает Бельгия нам, которая председательствует сейчас в Совете Европейского Союза. Этот пакет, цитирую, предусматривает новые целевые меры и максимизирует влияние существующих санкций путем устранения лазеек. Ну, вот так. Вкладывается это, видимо, в ту парадигму, что теперь не количественно берем, а качественно. Но все-таки есть какие-то факторы, так сказать, амортизации влияния уже такого рода пакета санкций у российской экономики и какие? Ну, все те же, амортизация все та же, да, то есть есть так называемые дружественные страны, которые помогают санкции обходить. Есть европейские страны, которые продолжают, например, настаивать на том, чтобы продолжать транзит газа через территорию Украины. Ну, Есть да. и такие страны, Есть, да. Не будем тыкать которые пальцем. считают, что вот для них важнее этот газ, чем все остальное. Ну, европейцы стараются. Ну, может быть, не очень хорошо стараются. Но основная, действительно, здесь основной упор, как и в американском пакете, сделан на то, чтобы обеспечить соблюдение уже ранее принятых мер. Да, даже в отношении «Газпрома» не очень сильно эти меры, то есть, насколько я понимаю, европейцы не сумели согласовать отказ от российского газа, там, сжиженного природного газа, например. Перевалку запретили, а покупать нет, не запретили. Но все впереди, да, то есть здесь этот 14-й пакет, он как раз заточен на то, чтобы прежде всего снизить доход от газопроводного газа. Ну и плюс там санкции, которые уже вводили американцы против проектов Новотека. Теперь европейцы повторили это же самое. То есть это затруднит российский экспорт газа не только со стороны «Газпрома», но и со стороны там, независимых производителей. Стараются очень хорошо, мы им за это благодарны. И на окончание нашего разговора мы уже вначале упоминали, что Северная Корея может предоставить дешевую рабочую силу, в которой будет нуждаться, и уже нуждается, о чем тут я, Российская Федерация. И близкий, это к властям близкий аналитический центр говорит, что экономике России грозит дефицит 3,6 миллиона квалифицированных рабочих до 2035 года. Учитывая, что это близкий к властям российским центр, полагаю, цифра еще больше, а может и нет, как вы можете спрогнозировать и сказать. И достаточно ли будет из Северной Кореи или еще откуда-то завозить, чтобы компенсировать этот дефицит, и чем он чреват? Начнем с того, что дефицит рабочей силы, о котором все, в том числе и я, говорим, он не учитывает структуры российской занятости, которые далеко не оптимальны. Ну, об этом говорят и российские власти. Они, правда, говорят, что вот мы сейчас завезем роботов, и у нас роботизация будет такая, какой в мире нигде не было, и поэтому нам никакой рабочей силы лет через 5 будет не нужно. Но вот эти все загадки на то, что будет в 1935 году, там, в 1930 году, они меня очень сильно веселят, потому что они исходят из того, что мир ни чуточки не изменится, ни Россия, ни мир, ни война останется на месте, и Путин будет жив, живее всех живых. Да? Все это как бы... Поэтому вот дальше 1935 года загадывать вообще бессмысленно, а я бы не загадывал дальше там 25 года. Но, тем не менее, да, скорее всего, к 2030-2031, а может быть 2032 году в России будет острая безработица, которая будет связана с тем, что рабочие военных заводов окажутся не у дел. И за этих будет непонятно чем.
Поэтому все зависит от того, когда Россия прекратит. Ну, примерно это было в 90-е годы в России, да, когда Советский Союз участвовал в гонке вооружения, а потом, когда наступила перестройка разоружения, там, разрядка напряженности, рабочие военных заводов оказались не у дел, потому что столько оружия, танков, там, пулеметов и военных самолетов оказалось в стране не нужно. Вот. Кроме того, даже если принять во внимание вот все это, то демобилизация плюс сокращение армии чиновников и силовиков, ну, для нормальной страны столько агентов, шпионов и контршпионов не нужно. В том числе и полицейских, которые защищают чиновников от народа. Тоже не нужно столько. Вот, поэтому говорить о дефиците рабочей силы можно только с учетом вот всего этого. Да? Вот мы помним про все эти факторы. То мы да, можем говорить, что вот в этой экономике, которую построил Путин, есть дефицит рабочей силы. Но в нормально функционирующей экономике прекращи. В нормальной экономике с нормальной структурой, в принципе, хватило бы рабочей силы, а если нет, то в открытой экономике действительно были бы способы модернизации и повышения производительности, которые так необходимы России. Максим, спасибо вам. Сейчас их нет из-за санкций. Ага. Все связано и все работает. Пусть не прямо на вчера, как бы нам хотелось многим, но тем не менее в развитии, в динамике и с учетом проходящего времени эффективность всего себя докажет, полагаю я. Благодарю вас, Максим, безгранично за этот понятный, акцентированный разговор и за ваши профессиональные комментарии, и за вашу позицию. Конечно же, в первую очередь. До новых встреч. Да, спасибо вам, извините за собак. Да. Ничего, мы любим. У нас и котики, и собаки, мы любим все. Это наши полноценные участники эфиров. И наши зрители тоже любят, потому что все хорошо. А это такая реакция на то, что, может, слышал слово Путин. Поэтому вот так и запишем. Благодарю вас, Максим. До новых встреч. Да, всего доброго. Спасибо вам. Спасибо вам. Максим Плант, экономист, Ирина Узлова была вместе с ним. Друзья, спасибо большое, что вы нас смотрели, слушали. Надеюсь, мы вам доступно объясняем те процессы, которые происходят и в экономиках мировых, и в экономике российского террориста и диктатора Путина. Пишите свои комментарии касательно тех тем, которые мы обсудили. Я уверена, что вам есть что сказать, и вы сформируете правильно, в первую очередь, для себя мнение. Приходите к нам еще, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го. Это поможет нашим разговорам продвигаться его просторами. Так работают его алгоритмы. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.